Добро пожаловать в Skyrim с хардкорным глобальным модом RFAT. Skyrim, на мой взгляд, вообще самое лучшее творение беседки. Да, сейчас олды закидают помидорами, если они, конечно, еще живы, но для меня это так. Это игра, в которую я когда-то наиграл, наверное, несколько тысяч часов, ни разу не убив при этом Алдуина. Конечно, в нынешних реалиях играть без модов могут только настоящие ценители 15-летней браги. Благо, модерская комьюнити Скайрима — это целая игровая индустрия внутри игры. В общем, для создания ролика мой взор пал на Реквием, в котором уже тоже ответвились отдельные модомиры. Лично для меня важными параметрами был новый интересный контент, адекватная хардкорность, стабильность работы и, конечно, легкость добавления сверху еще моих модификаций. Короче, по совокупности выбор пал на RFAT. Так от Скайрима я уже очень давно не кайфовал. Интерес к прохождению меня не покидал от самого начала и до лейта. Все здесь выстроено так, чтобы игроку бросался вызов на каждом этапе. И в итоге я впервые прошел почти все главные сюжетки и побил почти всех боссов. Главный минус, который может оттолкнуть новичков, это высокий порог вхождения. Поначалу будет вообще ни хрена непонятно. Но это нормально для мода, рассчитанного на хардкор. Да и комьюнити там живое. Мне поначалу очень помогли в их дискорд-канале. Билд мой будет через бретонца, вампира, боевого мага с одноручкой. Стартовать я буду за магов коллегии, совсем раннюю стадию проходить как чистый маг, но со скорейшим выходом в ветку боевого. Такой билд лучше всего играется, конечно, в тяжелой броне, но я буду носить исключительно легкую. Это сделано для сохранения какого-то баланса, ибо я буду добавлять в сборку дополнительные моды на увороты. Отчего в начале игры билд похож на стеклянную пушку, то есть много урона, но и отлетаешь чуть ли не с одного пропущенного. В общем, мой стиль боя будет заключаться в уворотах и использовании заклинания барьера, для того, чтобы поглотить урон и опрокидывать противников. Барьер тут прям must have. Так сказать, база билда — это разрушение, изменение и алхимия. Во втором приоритете одноручка и восстановление ради всяких аур и провидений. Ветви судьбы, конечно же, вампир, но сюжетно героем становится далеко не сразу. А значит, я долгое время буду ходить вообще без перков в какой-либо ветви судьбы, а они как бы знатные бонусы дают. Так что это будет еще одним отягчающим обстоятельством моего прохождения. К слову, ворота — это далеко не единственные моды, которые я добавлял к RFAT. Их там около сотни, некоторые из которых я исправлял и адаптировал лично. Всю дополнительную информацию я публикую в своем телеграм-канале, так что если вам понадобится моя сборка или вы хотите просто поддержать мое творчество, то милости просим. Когда-то я был гордостью империи. Из забитого деревенского мальчика в адепты магии. Из неопытного рекрута в агента тайной службы. Моя сила рождалась в гуле стихий и звоне стали. Я уничтожал древнее зло и сражался на фронтах гражданской войны. Стараясь принести пользу Скайриму, я думал, что так я обрету все то, чего никогда не имел. Признание, уважение и семью. Но в мире есть силы, против которых это все не имеет значения. Они не атакуют тело и не воюют армиями, а их мотивы не поддаются объяснению. Иногда, чтобы победить чудовище, нужно стать им самому. Иногда, чтобы отомстить одному злу, нужно заключить сделку с другим. Впереди меня лишь тьма, но я войду в нее, чтобы встретиться с тем, что отняло у меня все. Меня зовут Влад. Это история моей мести и моего падения.
коллегия магов Винтерхолда. Побывать здесь мечтает любой подросток Скайрима. Здесь живут и совершенствуют свои навыки мастера всех известных школ магии. Накапливают знания и передают их своим ученикам. Несмотря на немногочисленность, коллегию боятся и уважают, а им удается сохранять нейтральный статус, быть независимыми и самостоятельными. В моем случае попасть в коллегию было не роскошью, а спасением. Родился я в небольшой живописной деревушке Драконий мост. Отец все время пил, мать подолгу не появлялась дома, а я был как-то сам по себе. Но вскоре к нам домой зашел Толвдер, один из учителей коллегии магов. Он периодически ходил по деревням в поисках способных к магии детей и разными способами убеждал родителей отдать ребенка под попечительство коллегии. Собственно, так я здесь и оказался. Другие ученики иногда шутили, что меня выкупили за бесплатный ящик медовухи. Это было жестоко, но, наверное, недалеко от правды. Обыватель представляет обучение в коллегии как пускание фаерболов с утра до вечера. Но это совершенно не так. В первую очередь это дисциплина, столь же строгая, как в армии. Это работа над своим телом и разумом, медитации и большое количество теорий. Многие юноши и девушки были капризны и нетерпеливы. Но для меня это место, в котором мне хоть сколь-нибудь уделяли внимание, а также старались чему-то научить и поощряли за старание. Каждый подросток, вступивший в возраст 14 лет, встает перед выбором магической специализации, которую в последующие годы он будет углубленно изучать. Безусловно, наибольшей популярностью среди учеников пользовалась школа разрушения. Я не стал исключением, и теперь моим наставником стала Фаральда, преподаватель и безусловный мастер магии разрушения. Из других дисциплин уроки оставались только по школе изменения и алхимии, ибо это является базой для любого мага. В то же время во сне ко мне стала часто являться женщина. Она что-то говорила о моем предназначении. Fate leads you to the abyss, but it's still possible to change it. Старалась быть мягкой и предоставлять выбор, но я чувствовал неладное и обратился к Толвдеру. Тогда он просто дал мне большую книгу под названием «Аэдра и Деэдра», и я понял, что чуть не попал под влияние дейдрического князя Вермины. После этого подобные сны меня больше не преследовали. В возрасте 18 лет юному магу предстоит пройти испытание. Честно признаться, обычно это какое-то дело, до которого просто не доходят руки у коллегии. Но все же они старались учитывать выбранную специализацию ученика. То есть, если бы я, например, выбрал школу иллюзии, то мое задание звучало бы как «проникни в факельную шахту и незаметно верни украденное ожерелье мистической связи». После испытания мне присвоили титул мага-адепта, и я стал полноценным членом коллегии. Также в качестве награды ученику дарят магическую реликвию из сокровищницы коллегии, но мне же торжественно разрешили оставить отвоеванное мною ожерелье. Однако побыть полноправным членом коллегии мне так и не довелось. Да, я упоминал, что коллегия старалась сохранять нейтралитет, но всем было известно, что братья Бури магию презирают, и в случае их победы группку магов, претендующих на нейтралитет, в покое точно не оставят. Поэтому коллегия тайно помогала имперскому легиону и даже изредка делилась своими учениками. К сожалению или к счастью, в этот раз этим учеником стал я, так что мне предстояла дорога в Солитьюд, величественную столицу Скайрима. В Солитюде на меня нахлынули старые чувства. Я понял, что я здесь чужой. Из руководства никто толком не знал, что со мной делать. Все были заняты.
Так что меня повесили на капитана стражи Солитьюда Алдиса, а тот голову ломать не стал, и я стал обучаться как обычный рекрут. Алдис был хорошим капитаном. Все мое недовольство скорее было направлено на вышестоящее руководство, которое не могло или не хотело найти применение моим талантам. Так прошло еще 4 года. Магию я старался не забывать, но приходилось упражняться все свободное время и где-то в уединенных местах. Находиться в гарнизоне было уже просто невыносимо, и я решил проявить наглость и обратиться напрямую к легату Рике, правой руке самого генерала Тулия. Я просто начал расспрашивать о всех незакрытых проблемах, и мой взгляд упал на проблему великанов. Я заверил, что справлюсь в одиночку и не доставлю никаких дополнительных проблем. Легат сначала посчитал меня самоубийцей, ведь прошлые добровольцы оказывались трупами, вбитыми в землю тяжелыми дубинами великанов. Но мне удалось убедить ее, что с помощью магии это будет сделать просто. Это задание открыло для меня окно возможностей. Наконец-то мне стали поручать важные задания, и я получил больше свободы. Найденный у одной из жертв великанов зачарованный огненной стихией меч навел меня на мысли обратиться с вопросами к Толвдеру. Все то время мы продолжали обмениваться письмами, и в одном из них он рассказал мне об уникальной специализации, о происхождении которой спорят по сей день. Видите ли, обычно если воин, добившийся мастерства в обращении с оружием, в поисках новых источников сил начинает обращаться к магии, то он изучает заклинания, либо усиливающие его, либо ослабляющие противника. И по этой причине школу разрушения никто из них не изучает. Но моя ситуация была совсем другая. Специализация, которую мне предложил освоить Толвдер, называется боевой маг. Мастер и меча, и магии. Наставников для этой специализации найти было невозможно. Подобным владели единицы за всю историю Тамриэля. Присланные Толвдером немногочисленные трактаты – это единственное, на что я мог опереться. Но спустя время мне захотелось опробовать эту технику на практике. Читая трактаты, я понимал, почему эта техника сложна, но чем же она эффективнее, скажем, обычной магии, было решительно непонятно, пока я не столкнулся с противником посерьезнее. Заказ тут был на бандитов с опытным главарем в туманной заставе. Боевой маг, в отличие от обычного, не боится сближения с противником, он начинает фехтовать с ним на равных. При этом ему не требуется концентрироваться на магическом заклинании, ведь в ближнем бою каждая секунда может привести к смерти. Оружие боевого мага становится продолжением его руки. Достаточно лишь им коснуться, и на противника обрушивается мощь стихий. Но если доспехи противника имеют защитные зачарования, то меч, точно попавший в щели доспеха, поможет обойти эту защиту. Бой с Фиолой оказался очень сложным. Она использовала мощнейшее призванное оружие, а ее снаряжение было зачаровано так, что позволяло ей иметь достаточное количество маны на призыв. Выданные мне имперские доспехи никак не усиливали мой магический потенциал, но чтобы доспехи Фиолы согласовало командование, мне пришлось немного поработать с визуальным зачарованием. Главное было сохранить строгость и имперскую символику. Обычное поручение на ликвидацию шайки бандитов, укрывшихся в каких-то руинах, оказалось интереснее, чем на первый взгляд.
Здесь велись какие-то раскопки, и мне быстро стало понятно, что эти идиоты докопались до чего-то, с чем не смогли потом справиться. В конце раскопок передо мной предстала огромная пещера, покрытая густым лесом, растениями и водоемом. Без доступа к солнечному свету такое сделать могли лишь немногие сущности. В центре пещеры располагался пьедестал, возле которого стоял озлобленный призрак. Эту сущность я узнал сразу, это мать Дымок. Сущность прозвали Бледная Леди. Глупые бандиты выхватили клинок, который она охраняла. Я бережно вернул клинок на место, провел магический ритуал и освободил духа. Школа магии изменения оказалась не менее важна для боевого мага, чем школа разрушения. Она делает мага более стойким, позволяет держать удар и выживать в сложных сражениях. Поэтому, помимо пассивного щита маны, в моем магическом арсенале появилось поддерживаемое заклинание «Барьер». Оно создает кинетический защитный купол, смягчающий любые удары. Но моим вечным фаворитом эта способность станет за счет возможности в нужный момент отпустить барьер и использовать кинетическую энергию удара противника против него самого. Это было очень кстати, ведь мне предстояло сразиться с новыми противниками, именуемыми изгоями. Изгои — это коренные жители предела, которые когда-то проиграли войну империи, но продолжали претендовать на эти земли. Теперь же они представляют собой варварские племена, промышляющие в первую очередь разбоями и грабежом. Хотя этот факт не делает из них менее опасных противников. Напротив, это искусные воины, некоторые из которых к тому же заражены ликантропией и в бою способны принять звериную форму. Самыми сильными же представителями были воины с имплантированным вересковым сердцем. Информации о природе этих сердец и самом ритуале было мало даже в библиотеках коллегии. Но возросшие боевые характеристики такого воина я заметил сразу. Этот изгой хранил реликвию, названную «Проклятие Красного Орла». По записям самих же изгоев, некий Красный Орел шептал им через этот клинок и постоянно требовал крови. Возможно, именно это сподвигло изгоев отчаянно нападать на имперские караваны, чего они обычно не делают, ибо знают, чем для них это все закончится. Поиски привели меня в Каирн Мятежника, где был захоронен Красный Орел. Ставив клинок в пьедестал, я вошел в его гробницу, и предо мной встал Драугр. Его звали Фаолан. Это древний герой и король предела, отказавшийся преклонить колено перед имперцами и закономерно павший от их меча. Стало понятно, почему от влияния меча страдали именно имперские караваны. После смерти Драугра меч, ныне связанный с ним, засиял новыми рунами. Ярость его владельца теперь навсегда отпечатана на этом клинке. Между странствиями я иногда останавливался в тавернах, чтобы поесть и переночевать. Жалование у меня тогда было, как у обычного солдата, и этого едва ли хватало.
Тогда, после напряженного боя с Драугром, по дороге обратно в Солитьюд, я остановился в деревне Картвастен. В таверну заглянула девица. Она долго рассматривала посетителей, а затем обратилась ко мне. Оказалось, что ей нужен был кто-то странствующий, чтобы передать небольшую посылку своим родителям в Солитьюд. I've written some letters and placed them in a satchel. Perhaps you wouldn't mind delivering it to them on my behalf? Слово за слово мы разговорились. Звали ее Сульга, и она работала в деревне снабженцем, то есть контролировала поставки и планировала запасы различных ресурсов, инструментов, одежды и продовольствия для серебряной шахты, за счет которой жила эта деревня. У нас была совершенно разная жизнь. Оттого истории друг друга были чем-то необычным и интересным. Так началась наша длительная дружба. После этого я по любой возможности старался заглядывать в эту деревню. Не так много в этом мире есть возможностей отключиться от суеты и просто выговориться. Занимаясь разгадкой легенды о Красном Орле, я явился на пару дней позже необходимого, за что получил выговор от командования. Все это время они ожидали меня для одного важного задания. Целью новой миссии был захват реликвии – зубчатой короны. Раскопками древней нордской гробницы Корваниюнд уже занимались братья Бури. Вместе с легатом Рики и парочкой солдат мы прибыли к гробнице. Первое сражение с братьями Бури вызвало противоречивые мысли в моей голове. Это не были бандиты, а такие же парни, как и с нашей стороны. Одного из убитых я, кажется, когда-то видел в баре Винтерхолда. Уничтожив окопавшихся братьев Бури, мы продолжили вместо них прочесывать гробницу. Вскоре зубчатую корону мы обнаружили на одном из драугров. Это Боргас, пятый король Скайрима и последний в династии из Громора. Для чего вообще нужно было снимать эту корону с короля, жертвуя солдатами и оскверняя своих же предков? Переполненный любопытством и недоумением, я позволил себе задать этот неудобный вопрос самому генералу Турию. That's not for you to decide, soldier. I wouldn't have sent you in the first place if it wasn't going to be worth it. К этому моменту было уже давно понятно, что мои навыки для имперской армии не подходили под формат. И как только вести о моих достижениях волной прокатились до самой верхушки, со мной связался командир Марон, глава тайной имперской организации Пенитус Окулатус. Он видел меня в качестве полевого агента, но чтобы император утвердил меня на должность, мне необходимо было выполнить еще одно, гораздо более сложное задание. В руки к Марону попалась карта Двемерских руин – Мзинчалефт, Альфтант и Ральд-Птхар. Все они были как-то связаны между собой. Но интересовало руководство империи, конечно же, не это. На карте Двемерских руин были обозначены артефакты, хранящиеся там с давних времен. Что конкретно нужно было найти, мне предоставили в виде списка, так как пока я не вступил в организацию, доступ к секретным документам мне был воспрещен. Войдя в Мзинчалефт, я встретил разбойников, которые пытались проникнуть внутрь, но потревожили охранные механизмы Двемеров. Двемерские механизмы очень грозный противник, если ничего о них не знаешь. В книгах коллегии, описывающих события войны Первого Совета, рассказывалось, что каймеры использовали против этих машин магию холода, так как это сгущает двемерское масло, что приводит к саморазрушению важных механизмов. Спустившись вглубь руин, я повстречал и их постоянных соседей – фалмеров. Фалмеры – это бывшие снежные эльфы, которые когда-то были порабощены двемерами. Как они стали слепыми мутантами, доподлинно неизвестно. Великаны, драугры, фалмеры и двемерские механизмы. С техникой боевого мага можно было найти подход к любому противнику.
Я старался совершенствовать эту технику, одинаково уделяя внимание разрушительной магии и владению клинком. И если поначалу я мог концентрировать в клинке только какие-то базовые заклинания, то теперь некоторые мои удары создавали стихийную волну, уничтожающую не только саму цель, но и ближайших противников. Обычному магу для такого пришлось бы остановиться и сосредоточиться на заклинании. Я же вплетал силу стихии в каждый взмах, не выпадая из смертельного танца клинка. Зачистив все руины, я обнаружил, что в каждом из них есть какой-то механизм, требующий определенного предмета для открытия прохода. Возможно, это были сокровищницы, в которых я найду оставшиеся артефакты. Я зарисовал этот механизм и отправился в коллегию, в надежде, что они что-нибудь об этом знают. В коллегии мне сказали, что подобными двемерскими механизмами интересовался Септимий. Правда, он спятил и ушел жить в ледяную пещеру неподалеку. Септимий обрадовался, увидев мои рисунки. В его комнате находился большой двемерский куб, который он уже долгое время не мог открыть. Он умолял меня найти какую-то акулаторию и заполнить с помощью него словарь. Казалось, что старик просто окончательно тронулся и дал мне какую-то двемерскую безделушку. Но, вставив сферу в гнездо, механизм зашевелился, открыв проход. За открывшейся дверью моему взору открылось нечто удивительное. Пещера была настолько огромной, что в нее вмещался целый город, который двемеры прозвали Тихим городом. Это было настоящее архитектурное чудо. Они даже сделали себе искусственное солнце, освещающее центральную площадь. В итоге я нашел все, что требовалось. В первую очередь это, конечно же, двемерское оружие с уникальным зачарованием, но и попадались предметы вне списка. Например, в одном из помещений был Альтмер, непревзойденный мастер алхимии. Точнее, его оживший труп. Он изучал здесь алый корень Нирна и настолько накачал себя этим токсичным растением, что после смерти от болтов двемерских сфер восстал из мертвых. Его доспехи — это шедевр мастерства не только в области алхимии, но и зачарования. Именно благодаря им он мог выживать с таким уровнем интоксикации. Все предметы были переданы Пенитус Окулатус. Я понимал, что от секретной организации было не скрыть найденные мной предметы вне списка. Но, к счастью, они понимали, что хорошо экипированный агент – это залог успеха любой операции. Так что я попросил оставить мне комплект алхимика. Марон признался мне, что они не ожидали, что я найду вообще все предметы. Так что под восторженные отзывы меня наконец принимают в организацию. История Синдериона не давала покоя моему разуму. Благодаря его записям для меня открылись новые грани науки алхимии, которая раньше представлялась мне чем-то второстепенным. Теперь же я понял, как варить самые эффективные зелья, кратно усиливающие мой магический потенциал, и экстрагировать масла, ослабляющие пораженного моим клинком противника. Воистину, в руках мастера что угодно может стать грозным оружием. Не забыл я и про Септимия, но, вернувшись к нему, мне явился Хермеус Мора, князь Деэдра с бесконечной тягой к новой информации.
Зная, какая участь ждет всех последователей Хермеуса, можно было изначально догадаться, кто это сотворил с Септимием. Последователь в таком состоянии уже не нужен Хермеусу, так что тот предложил мне его заменить в обмен на знания. You shall take his place as my emissary. Для ученого и мага, а также любого человека, ищущего могущества, такие предложения являются очень заманчивыми. Но я был убежден, что пройду любые уготованные судьбой испытания без сделок с темными силами. Вскоре пришли тревожные новости из коллегии магов. Толдер как-то писал, что в раскопках Саартала они нашли могущественный артефакт — Око Магнуса, и хотели его сберечь в самом безопасном, как они думали, месте. Однако Анкана, талморский советник, оказался предателем. Он начал черпать силы из Ока, окружив себя непроницаемым барьером. Для Пенитус Окулатус это задание было важно не только необходимостью остановить агента Доминиона, но и риском того, что ритуал может нанести непоправимый ущерб всему Скайриму. Помочь родной коллегии для меня было делом личным, и я был рад, что на это задание назначили именно меня. Пока члены коллегии пытаются замедлить ритуал, мне необходимо достать связанный с Оком артефакт — посох Магнуса, так что мой путь лежит в Лабиринтиан. Едва вступив в эту гробницу, я понял, посохом Магнуса владеет нечто невероятно могущественное. Призрачные образы магов во главе с нынешним архимагом Саласом Ареном поведали мне, что когда-то они пытались его убить, но у них ничего не вышло, так как посох Магнуса лишал магических сил, поэтому маги просто заперли его в этой гробнице. Этим существом оказался драконий жрец Маракеи. Получив посох, я устремился в коллегию. К сожалению, жертвы уже были, самой значимой из которых был сам архимаг. Посох Магнуса позволил прервать ритуал Анкана и разорвать его связь с Оком. Остается только проучить этого интервента. После произошедшего коллегия оправится не быстро. Им предстоит навести порядок, а также избрать нового архимага. Так или иначе, они совместно решили отблагодарить меня, отдав амулет, принадлежавший Салусу. На лицо Маракея была надета загадочная маска. От нее смердило смертью, но она обладала высоким магическим потенциалом, и поэтому заинтересовала руководство. При зачистке территории в Лабиринтиане другие агенты Пенитус Окулатус обнаружили талморского лазутчика. Лазутчик пытался надеть деревянную маску около какого-то стенда, но его в этот момент настигли. Эта маска переносит носителя в прошлое, где этот стенд еще не разрушен. Так мы поняли, что существует еще 7 подобных масок. Так что моим следующим приоритетом станет добыча этих масок. Первые 2 гробницы нашлись легко. Их курганы возвышались прямо под открытым небом. Это драконьи жрецы Кросис и
К тому времени я немало зачистил руин, но прежде к стенам слов никогда не подходил. Не знаю, что привлекло меня в этот раз, но подойдя ближе, я почувствовал, как в голове эти иероглифы сплетаются в слово «вуль». Эти стены слов служили чем-то вроде памятников. В основном на них описывалось, кто погребен в данном месте. Однако вторым назначением являлось обучение драконьим крикам. В коллегии мы, конечно, проходили драконий язык, но только в качестве ознакомления. Наверное, это просто фантазии знатно переутомившегося ума. Пока я занимался этими жрецами, агенты Окулатус обнаружили захоронение еще 3 – Вокуна, Атара и Рагота. Следы остальных 2 масок терялись, и, если честно, я этому втайне даже обрадовался. За заслуги перед Империей мне как-то выделили дом. Ну, как сказать дом? Оказалось, что это клочок земли в болотах Ялмарка. Первой моей эмоцией при виде всего этого был глубочайший вздох. И я приступил к строительству. Немного бревен, которых мне хватит максимум на сарай, заботливо отгрузил Ярл Морфола. Петли и гвозди я стал клепать самостоятельно. Но спустя какое-то время, узнав о моем положении, ко мне присоединилась Сульга. Естественно, я у нее ничего не просил, однако она в свободное время все время приезжала мне помогать. Наверное, человека, которого бросили в детстве, нужно не так много, чтобы растопить его сердце. Никогда ранее в жизни я не встречал столько заботы и вовлеченности в свои дела. Было ли это изначально ее целью, или так же как у меня, и симпатия возникла в ходе совместной деятельности, я точно не знаю. May they journey forth together in this life and in the next, in prosperity and poverty, and in joy and hardship. Do you agree to be bound together in love, now and forever? I do. Now and forever. Under the authority of Mara, the divine of love, I declare this couple to be wed. Свой дом, семья – это были самые счастливые моменты в моей жизни. Даже новость от Окулатус о том, что обнаружены еще 2 гробницы жрецов, не омрачила моего счастья. В катакомбах с Драуграми я, конечно же, использовал огненные плащи и зачарования, так как нежить больше всего уязвима именно к этой стихии. Но эти жрецы были самые могущественные. Чтобы добраться до Хевнарака, мне пришлось 2 суток прочесывать катакомбы, а сам жрец несколько раз мог убить меня. Но когда я увидел Скулдафн, оплот Накрина, меня впервые охватили сомнения. Моих сил может не хватить. Возможно, из-за появления семьи я стал более осторожен, но я впервые повернул назад. Наверное, нормальный человек в моем месте просто сказал бы руководству, что такое задание в одиночку не выполняется. Но для меня сказать, что не справлюсь, это как проявить слабость. Поэтому вместо адекватного решения я стал искать, что можно сделать. И каждый раз в момент слабости тебя, конечно же, уже поджидает Деэдра. Ко мне обратилась Меридия. Она предложила свой деэдрический артефакт, пропитанный сияющей ненавистью ко всей нежити. Так-то Меридия считается нейтральным Деэдрой. Конечно, ее влияние все еще может погубить, но я верю, что мне удастся этому влиянию противостоять. Но чтобы получить ее артефакт, для начала мне следует продемонстрировать свою силу. Она хочет убедиться, что верит его достойнейшему.
Честно сказать, я представлял, что эти бои будут нести чисто символический характер, а на деле несколько раз чуть не умер. Уже не уверен, легче ли это было, чем сам Скулдафн. Но, так или иначе, испытание пройдено, и в мои руки ложится легендарный артефакт Меридии – Сияние Рассвета. Этот клинок пропитан светом и обжигает все неживое, даже не прикасаясь к нему. Иметь дело с князем Деэдра в целом можно, но здесь как в игре в карты. Главное вовремя остановиться, иначе оглянуться не успеешь, и ты уже его раб. Меридию я всегда считал самой безопасной, так как в целом разделял ее непринятие к нежити, и был спокоен, что она не заставит меня делать что-то, не соответствующее моим моральным ориентирам. В момент уничтожения, наверное, 100-го по счету Драугра, мои сомнения о решении совершить сделку с Меридией развеялись. Если бы не этот клинок, руины Скулдафна могли стать и моей гробницей. Не успел я расслабиться, как на выходе из Скулдафна произошло то, чего я никак не мог ожидать. На меня напал дракон. Душа убитого дракона устремилась в мое тело, обучая меня ранее прочитанным драконьим криком. В этот момент все пазлы сложились в моей голове. Ведь это могло значить только одно – я дракон рожденный. Наверное, это могло бы стать дополнительным источником силы, если бы не тот факт, что драконы сейчас в Скайриме – это редкость. Ибо когда-то один Давакин поубивал их почти всех, в том числе сразив великого и ужасного Алдуина. Итак, все 8 масок найдены. Я разместил все маски на выделенные места стенда, и в центре появилась еще одна маска – Канарик. В переводе с драконьего – маска вождя. Если после всех этих мучений мне не разрешат ее оставить себе, то я уволюсь нахрен с этой должности. Очередной счастливый месяц в родном доме прервали вести об эскалации конфликта. Попытки склонить мятежных ярлов мягкой силой приводили к агрессивным действиям со стороны братьев Бури. Марон убедил императора в последней попытке склонить на свою сторону ярла Данстара. Данстар сейчас в полном упадке. Шахты толком не могли работать, а жители массово бегут из города. Ярл рассказал, что всем мешают кошмары. Люди не высыпаются, злятся, а кто-то даже сходит с ума. В чем может быть дело, знал только пришлый жрец Мары Эрандур. И тот отвел меня в храм призывателей ночи, где обитали последователи Вермины. Кошмары – это их рук дело. Эрандур признался, что он здесь не случайно. Когда-то он был среди этих последователей, но в какой-то момент в храм ворвались разъяренные кошмарами орки, и тогда Эрандур струсил. Он бежал из храма, а потом долгое время пытался найти искупление. Не желая быть зарезанными орками, последователи Вермины выпустили миазму, какой-то газ, погружающий в глубокий сон всех, кто его вдохнул. Открыв ворота храма, газ стал улетучиваться, пробуждая всех внутри. Источником всех кошмаров был череп порчи, доидрический артефакт Вермины.
Как только Эрандур начал ритуал уничтожения посоха, ко мне обратилась женщина из тех самых снов. You have already disappointed my lady once. Now you, mortal, dare to kill my followers? I'm giving you one last chance. Kill the priest of Mara! Злить князя Деэдра, наверное, было плохим решением, но у меня и выбора-то не было. Или стать ее последователем, провалив задание и вообще полностью изменив свою дальнейшую жизнь. Или просто не убивать жреца и дать ему возможность уничтожить артефакт, из-за которого не может нормально жить целый город и его окрестности. Прибыв домой, меня встретила встревоженная Сульга. На днях она заглядывала в город, и там творилось что-то ужасное. При неизвестных обстоятельствах сгорел чей-то дом. Некоторые жильцы ведут себя очень странно, а остальные боятся выходить из своих домов после захода солнца. Что бы то ни было, если оно угрожает моей семье, я должен это остановить. Прибыв в Морфол, я обратился сразу к Ярлу. Бабка, разваливающаяся на своем троне, не хотела ничего толком предпринимать, а мои попытки расследовать дело начала воспринимать как угрозу стабильности для города. Первым делом я отправился к сгоревшему дому и провел магический ритуал. Если хоть одна неупокоенная душа явится мне, то, возможно, она даст какие-то ответы. Вскоре в сгоревшем доме появился призрак девочки Хельги. Она попросила найти ее ночью. Дождавшись ночи, совсем рядом с городом я увидел человека, стоящего возле раскопанного гроба. Глаза ее горели ярким, неестественным цветом. Она пристально смотрела на меня, то ли готовясь к атаке, то ли давая последний шанс уйти. Через мгновение я понял, что передо мной вампир. Is dead. She began to spend a lot of time with Alva. Yet just a week before, she despised her. The night she disappeared, she was supposed to meet Alva. Leilette thought she could take me and keep me, but she can't. I'm all burned out. I'm tired. I'm gonna sleep for a while now. В этот момент у меня было единственное желание – вонзить в сердце Алвы сияние рассвета, пока от нее и праха не останется. В дневнике Алвы была исчерпывающая информация. Именно она заразила Лалетту, чтобы ее руками творить грязные дела. Но коренные мотивы были гораздо более ужасны, а за ними стоял гораздо более могущественное существо – Мовард. Древний вампир, который захотел сделать целый город своими рабами. Не знаю, каким местом думал этот вампир, ведь если бы он свершил свой план, то Империя сделала бы все возможное, чтобы уничтожить его шайку. Однако доводить до этого я просто не мог, так как пострадать в таком случае может и мой дом. Из книг я знал, что древние вампиры — это сильнейшие существа, но проклятие вампиризма наделяет и слабостями, в виде боязни огня и солнечного света. Но именно по этой причине Мовард из своего логова и не вылезает. Умереть от рук высшего вампира волновало меня ничуть не меньше, чем риск заразиться проклятием вампиризма в битве. Так что я постарался очень тщательно подготовиться. Чесночные масла, огненные ауры и аура защиты от болезней. Ну и, конечно же, сияние рассвета. После боя мне хотелось только сжечь все свои доспехи. Наверное, я так бы и сделал, если бы не их высочайшая ценность. С тех событий прошло около месяца. Эскалация конфликта между Легионом и братьями Бури достигла пика. Из-за потери Данстара из-под своего влияния, братья Бури начали предпринимать отчаянные попытки захватить владение силой. Под первый удар попал Вайтран. Ярл Вайтрана Балгруф старался все это время сохранять нейтралитет. Возможно, братья Бури решили продемонстрировать силу, чтобы склонить его на свою сторону, но добились противоположного эффекта. Балгруф обратился за помощью к Легиону.
Так или иначе, разведка сообщила о начавшемся военном походе братьев Бури на Вайтран, а меня снова возвращают под командование генерала Тулия. Я понимал, что как только братья Бури переступят черту и осадят Вайтран, начнется полномасштабный ответный поход имперского легиона. А значит, я на долгое время покидаю дом и свою любимую. Goodbye, my love. Ожидая осады, в голове у меня были лишь одни мысли. Что я вообще делаю? Где-то вдалеке от дома, готовясь убивать своих сородичей. За все время осады на поле боя так и не обнаружил противника, близкого мне по силам. Это были сплошные рекруты да ополченцы. Итог этой битвы – горы трупов, разрушенные стены и сгоревшие дома. Сразу с Вайтрана меня перебросили в полевой лагерь подготовки осады владений. Тулий поступил разумно и назначил меня в когорту, специализированную на осадах именно фортов, а не городов. Разумно, потому что использовать магию стихий в городских условиях значит увеличить риск случайных жертв среди гражданских и разрушения инфраструктуры. Каждая такая осада морально ударяла по мне. Иногда в лагере я слушал разговоры солдат. Из этих разговоров я выявил несколько основных мотиваций. Кто-то шел в бой, потому что искренне считал, что на той стороне злодей, а наше дело свято. Кто-то просто потому, что ему приказали, а слушаться приказа значит стать дезертиром. А кто-то старался понять обе стороны. Считал, что причины для конфликта есть и у тех, и у других, но он воюет за тех, кто просто-напросто свои. То есть, являясь гражданином Тамриэльской империи, он воюет за империю, их солдат и мирных граждан. И лично моему сердцу стала близка именно эта мотивация. Поначалу я как мог старался не наносить серьезных увечий. Надеялся, что каждого поверженного мной противника удастся залечить в плену. Но это замедляло осады и приводило к большим жертвам с нашей стороны. Так что со временем и я стал совсем другим. Я стал жестоко убивать всех, кто вставал на моем пути. Разрубал мечом, сжигал самым жарким пламенем и криком разрывал изнутри. За собой я оставлял шлейф из дыма, крови и полного безмолвия, ибо кричать было уже некому. Вскоре это дало свои плоды. Я стал монстром, завидев которого на горизонте треть солдат спасалась бегством, а другая треть сдавалась в плен. Обо мне ходили страшные легенды, а солдаты придумывали прозвища. Со стороны противника чаще звучало «Хафенгарский дьявол», а имперская солдатня прозвала меня Владом Дракулой. С алисианского «драк» и «ул», то есть сын дракона. Какие сомнения я бы не испытывал, я оставался думать только о том, сколько жизней мне удалось спасти, совершая подобные поступки. Гражданская война тем временем подходила к концу. Братья Бури потеряли почти все свои владения, а их предводитель Ульфрик Буревестник забаррикадировался в своей столице, Виндхельме. Бой будет проходить в городской среде, так что меня попросили забыть о любой магии разрушения. Are you happy about your victory, Vlad Dracula? Remember these feelings because there will be no more joy in your life.
Чем угрожает мне Вермина, я понял с полуслова. Но ведь я могу ошибаться. Вермина — это ведь владычица кошмаров. Она заставила меня так думать, вселила в мою голову эти параноидальные мысли. Дорога домой казалась бесконечностью. Каждую секунду я умолял всех существующих Аэдра. Я не мог поверить своим глазам. Это не могло быть правдой. Я наверняка все еще сплю в том лагере. Это все жуткий сон от травмы войны или влияния той же Вермины. Через пару часов пришло осознание, что все взаправду. Сульга оставляла записи в своем дневнике, по которым я смог восстановить хронологию событий. В последний месяц она страдала от жутких кошмаров. В какой-то момент она даже переставала спать, но продержаться долго не могла. После каждого такого кошмара она чувствовала, как сходит с ума. Вскоре, даже днем, когда она не спала, ее преследовали галлюцинации, которые становились все правдоподобнее. Не выдержав, она перерезала себе горло. В дневнике она отмечала, что все это время писала мне письма. Просила вернуться, побыть с ней, умоляла помочь. Но я никаких писем не получал. В приступе ярости я стал скупать все научные книги, всю литературу. Я изучал всю информацию, какую только мог найти о Вермине. Князья Деэдра — не живые существа. Убить их в привычном понимании просто невозможно. Но вот что я узнал. Женщину в снах называют заточенной во сне. Когда-то она была фанатичным последователем Вермины. В награду за службу князь даровал ей бессмертие, сплетав ее душу с тканью плана сновидений. Теперь она его якорь и хранитель. Если ее уничтожить, то план Вермины потеряет форму и рассыпется в обливионе. С помощью книги снохождений последователи Вермины из храма Призывателей Ночи могли попадать самостоятельно в план Деэдры. Я изучил этот ритуал и смог самостоятельно его провести. Я заставлю тебя прочувствовать ту же горечь утраты. Do you seem upset? We warned you. Я сбился со счету, сколько раз я пытался ее одолеть. Это было просто невозможно. Лучше бы она просто окончательно меня убила. Как и в прошлый раз, в час полного отчаяния является Деэдра. Возле дома я стал замечать прыгающие тени, шелест веток и пристальный взгляд на себе. Был ли это вор или убийца, мне было абсолютно насрать. I know you thirst for revenge. I offer you my gift. Accept it, and you will receive the strength of 100 men, the speed of a falling star, and dominion over the night and all its creatures. But the price will be enormous. You will die. Я ощутил неумолимую силу, а рефлексы стали молниеносными. Мои чувства обострились настолько, что я стал видеть биение сердца живых существ. Но с другой стороны, я стал безразличен ко всему. Боль притупилась, но рана стала гниющей. И ничто меня больше не интересовало, кроме моей мести. А вот Веспера, напротив, моя месть никак не волновала. Новообращенный вампир становится пешкой того, кто его заразил. В каком же помутнении я был, что не подумал об этом. И ведь Веспер меня даже не обманул. Я получил силу, а об остальном он просто умолчал. Это было очень странное чувство. Я все еще мог свободно мыслить и двигать телом. Но из глубины сознания поступает приказ, и я не могу его ослушаться. Так Веспер стал вовсю пользоваться мной. Даже не будучи вампиром, я был сильнее его, и он это знал. Так что я стал тем инструментом, который способен сделать больше, чем он сам. Поначалу, по его приказам, я расправлялся с докучающими его клану борцами с нежитью. Группировкой Серебряная Рука и Дозорные Стендара.
Но вскоре он замахнулся на другие вампирские кланы. Вообще, его клан Берне до сего момента был в полном упадке. Их было всего 3, и они прятались в какой-то грязной пещере. Он давно искал причину своих провалов, и тут, в ходе своего расследования, он узнал, что кто-то сотрудничает с дозорными Стендара и сливает всю информацию о его клане. Его подозрения пали на Викхара и Виктора, глав других вампирских кланов. Разумеется, расправиться с ними он поручил мне, а сам отбыл по своим, куда более безопасным делам. Меридия, узнав, что ее клинком владеет вампир, была просто в бешенстве. Пользоваться сиянием рассвета я уже не мог. Клинок выжигал мою руку, если я пытался к нему хотя бы прикоснуться. Пришлось снова взяться за проклятие Красного Орла. Когда Викхар пал, я почувствовал странное облегчение, как будто дышать стало свободнее. Явившись в оговоренное ранее место встречи с Веспером, я застал неожиданную картину. Клан Волкихар использовал Веспера, чтобы расправиться с другими кланами, а затем устранил и его. Вот так невольно я стал участником разборок вампирских кланов Скайрима. То странное чувство было неспроста. Со смертью Веспера я полностью освободился от его влияния. И наконец-то я смогу начать свой путь вместе. Оставаться в доме было невыносимо. В каждом углу являлись призраки прошлой жизни. Порой они захватывали меня так сильно, что я явственно видел ее. Будто она все еще ходит по комнатам. Чтобы спрятаться от всего этого, я начал обустраивать подвал дома, параллельно обдумывая дальнейший план. Я возьму столько могущества, сколько смогу. Меня не интересует моя дальнейшая судьба. Я буду соглашаться на сделки со всеми Деэдра. Я переверну весь Скайрим, буду собирать все реликвии и артефакты, которые помогут мне отомстить. В записях Тихого Города Пенитус и Окулатус должны были вот-вот расшифровать местоположение какой-то могучей древней брони. Согласно легенде, Снежный принц, предводитель последних снежных эльфов, проигрывающий войну Нордом во главе со Сгромором, искал убежище в Черном пределе. Тогда Двемеры побоялись своих гостей и на всякий случай дали им токсичные грибы. Тот день пережили немногие, но те, что выжили, превратились в созданий, которых мы сейчас именуем фалмерами. И только единицы из них сохранили свой прежний облик и рассудок. Таким был и сам принц. Ему удалось бежать из Тихого Города. Благодаря своей броне он выдерживал выпады топоров и попадания тяжелых болтов. Марон во всех подробностях знал, что произошло со мной и моей семьей, и приложил все усилия, чтобы прикрыть мое резкое исчезновение. В письме он выразил глубочайшее сочувствие моей утрате, но меня интересовал этот доспех, а не его сочувствие. Он ответил, что надеется, что когда-то я смогу себя простить, и помня мой героизм и заслуги перед Империей, он все-таки выдал информацию, где искать доспех. Тем самым он совершил преступление, поэтому отметил, что отныне никаких связей между нами больше не будет. В отмеченной точке находился храм, похожий на Двемерские руины. Я ожидал найти там что угодно, но в глубине храма на троне восседал Фалмер, только не такой, каких я привык видеть. Это был настоящий, сохранившийся снежный эльф. Было заметно, что токсичные грибы все же покалечили его тело и разум. Не так сильно, как других, но все же он был слеп и безумен.
броня, которую хранил этот эльф, была поистине легендарна. Думаю, лучшей брони мне уже не найти. Я сделал подгонку и скрепил их с собой кровавыми ритуалами. Что и где искать дальше, было неясно. А кто может обладать такими знаниями? Имя пришло на ум само собой – Хермеус Мора. И тут же я вспомнил его уверенный тон. Неужели он все это предвидел? You've returned, as I foretold. The knowledge you seek sleeps within this book. But this is only the beginning. If you desire more, and you will, I shall await you in Solstein. Это была явно необычная книга. Это доэдрический артефакт князя Неопознанного, Огма Инфиниум. На ней были нанесены непонятные символы, но как только я подошел ближе, они ожили и вонзились в мои глаза, как раскаленные иглы. Очнувшись, я понял, все, что мне было нужно, уже отпечатано в моей голове. Оставалось это только достать. Для начала я решил раздобыть новое оружие. Князья Деэдра с радостью предлагают свои артефакты любому сильному носителю, ведь используя их, а еще лучше убивая ими, ты питаешь этого Деэдра. А еще это некий акт демонстрации силы. И завидев такую мощь, некоторые захотят стать последователями этого Деэдра. Неудивительно, что добрая половина доэдрических артефактов – это именно оружие. Но мне подходили только два – клеймо Эльтона и клинок Мифалы. Для некоторых культур Боэтия – божество нейтральное, а то и почитаемое. Но в Скайриме ее однозначно причисляют к злу. Этот князь обожает силу, а еще лучше, когда эта сила побеждается другой силой. Она упивается в крови тех, кто оказался слабее, но при этом саму слабость презирает. Одна история моего жизненного пути приводила ее в восторг. Свой план она соткала подобием арены, где смертные обречены вечно сражаться, питая ее своей кровью и страданиями. На этой агонии план и стоит. Для испытания вновь прибывших она собрала своих лучших чемпионов. Каждый из этой сборки – уникальный боец, талантливый в чем-то своем. Правила простые. Побеждаешь всех ее лучших чемпионов, забираешь артефакт и уходишь, разнося ее длань по всему Нирну. Ну а если проиграешь, займешь место в этой бесконечной кровавой игре. Сжимая рукоять клейма Эльтона, я ощутил нечто схожее с тем, как когда-то держал сияние рассвета. Пламя этого клинка было не менее жаркое, но в отличие от сияния, ему было все равно, кого жечь, живого или мертвого. Мифала всегда была для меня самой загадочной из князей. Она упивается интригами, предательствами и убийствами, но в отличие от Боэтии, она делает это так, чтобы никто не заподозрил ее вмешательство. Ее план именуется спиральным мотком, в котором она и плетет свои интриги. А ее испытания больше походят на борьбу внутреннюю. Она испытывала не столь физическую силу, сколько серьезность моих намерений и глубину моего отчаяния.
Клинок Мефалы – прямое отражение ее сути. Удар таким оружием не впечатлит сильного противника, но через мгновение последует боль, а затем медленное, неотвратимое увядание. Вообще, клинок Мефалы был скорее вспомогательным оружием. Он был мне нужен против врагов, устойчивых к огню, например, Сефирота. The little vampire wants a taste of my power? Well, I see you have already sown so much destruction. And how much more there will be. Very well. If you can defeat my Lord of Fire, you shall take its power. Good luck burning in Sephiroth's flames, Dracula. План Дагона — это множество пространств, которые обустраиваются его слугами. И все ради одной цели — сжечь их дотла, удовлетворив ненасытную жажду Дагона к разрушению. И если обустройством занимаются обычные смертные последователи, то для разрушения князь отделяет частичку себя, создавая низших доэдр, повелителей пламени. И этот цикл продолжается бесконечно. Дар огня был мне критически важен. Он серьезно усиливал и мои огненные чары, и клеймо Эльтона. А еще защищал от огня меня самого, что для вампира является одной из главных слабостей. Следующая цель в моем списке казалась невероятной даже мне. Легендарный Давакин де Ласко. Тот самый, что спас Нирн от Алдуина. Огма Инфиниум показала мне, что к концу войны с драконами он достиг такого невообразимого мастерства владения голосом, что придумал свой уникальный крик. Этот крик он направлял вовнутрь тела, придавая ему стойкости и сил. Где он сейчас находится, по всей видимости, не знал даже Хермеус, но он был точно жив. Седобородый, сломленный моей волей, выложил правду. После победы над Алдуином де Ласко сам стал представлять угрозу. Он был настолько переполнен своей мощью, что решил сам подчинить себе Скайрим. Седобородые сделали вид, что поддержат его в этом, но в ответственный момент предали. У них не было сил его полностью уничтожить, и тогда они заточили его в ледяной пещере неподалеку. I have waited so long for someone like you. Wait, you're a vampire? Good, then you will die one more time. Настало время отправиться на Солстейн. Хермеус предлагал мне знания из своих черных книг, хранящихся в его плане, апокрифе. Огма Инфиниум была лишь прикормкой для меня. Теперь за остальные знания он требует, чтобы я исполнил его волю. Хермеус вообще очень странный князь Деэдра, но я, честно сказать, не ожидал, что у столь могущественного князя будет именно такая проблема. Он попросил меня убить своего же последователя внутри своего же плана.
этого последователя звали Мирок, первый драконорожденный. В прошлом драконий жрец, соблазненный Хермеусом и ставшим его верным слугой. Он получил огромную силу, обратил ее против своих прежних хозяев драконов, но в итоге пал. Однако Хермеус его спас, перенеся полумертвую душу в свой план. Такая процедура не могла пройти бесследно, и Мирок навсегда запечатался в апокрифе. Он постепенно изучал устройство этого плана, возможности свои и Хермеуса. Поняв, что теперь он связан слишком сильно с Хермеусом, и тот не может его просто так уничтожить, он со временем стал вести себя своевольно, чем, естественно, разозлил князя Деэдра. Что ж, одного сильнейшего драконорожденного я уже уничтожил, настало время первейшего. You will die, and with the power of your soul, I will return to Solstheim and be master of my own fate once again. Проигрывая, Мирок раз за разом черпал силы из своих подчиненных драконов. Но в какой-то момент драконы закончились, а Хермеус, выждав момент пика его слабости, разрушил связь Мирока с апокрифом и нанес решающий удар. May he be rewarded for his service, as I am. Хермеус Мора сдержал свое слово, и я получил все знания, хранящиеся в черных книгах. С Солстейма я вернулся в подавленном состоянии. Даже теперь, обладая знаниями черных книг, я не был уверен, что моих сил хватит. Спустившись в подвал, я обнаружил алтарь Молаг-Балу, которого, как вы понимаете, быть не должно. Я долго отсутствовал дома, но кто и зачем это сделал? Did you think I wasn't watching you? Vesper didn't appear before you without reason. I have need of you. Lord Harkon, my unruly son, has exhausted my patience. Send his soul to me, to the cold harbor. Right now, you are but a shadow of a true vampire. Fulfill my will, and the power of the most powerful vampire shall become yours. And afterward, I promise, I will lift this curse from you and free your soul. Речь шла о лорде того самого клана Волкихар. Молаг-Бал даровал Харкону бессмертие, но, как и любого вампира, того сковывает солнце. И теперь Харкон одержим пророчеством, что навеки затмит небо. Тогда вампиры получат невиданную силу, повылезают из своих нор и устроят великий пир. Но это напрочь разрушит устоявшийся баланс. Против Молаг-Бала обратятся все и даже другие Деэдры. Такой расклад его, конечно же, не устраивал. Чем больше я имел дело с Деэдрами, тем больше понимал, что их могущество имеет пределы, даже в отношении своих же слуг. Харкон – идеальный вассал. Он сеет муки, распространяет проклятие, убивает и воскрешает в виде нежити. Он приносит в жертву Молаг-Балу 1000 душ. И поэтому князь не может просто так его сам наказать, потому что не за что. Порой мне кажется, что Деэдры обладают меньшей волей и свободой, чем обыкновенные смертные. По наводке Молаг-Бала я должен освободить ключ к пророчеству, дочь Харкона. Вампиры уже добрались до древнего саркофага, но еще не успели его открыть.
sent you here? Дочь Харкона звали Сирана. Она выглядела истощенной и растерянной, а за ее спиной виднелся древний свиток. Я пообещал, что отведу ее к отцу, и она мне доверилась. По дороге она бормотала что-то себе под нос и удивленно рассматривала все вокруг. Похоже, она просидела в этом саркофаге очень много лет. Харкон встретил меня со всеми почестями. You have done me a great service, and now you must be rewarded. Несмотря на то, что я другой вампирской крови, он предложил мне остаться в их замке. Думаю, что он не так прост, а его гостеприимство — это лицемерие. С моей помощью он хочет раскрыть тайны пророчества и исполнить его. Но в этом и состоял план Мулакбала. Тот свиток за спиной Сираны как раз содержит описание пророчества о тирании Солнца. Поэтому Харкон поручил мне найти того, кто сможет его прочесть — жреца Мотылька. Прежде чем я ушел, ко мне обратилась Сирана. Она попросила пойти со мной. Поначалу я ей сразу отказал. Мне не нужны ни друзья, ни помощники, ни собеседники. Me too, but It's just hard for me to be in this place. Очевидно, что отношения у нее с отцом, мягко говоря, плохие. Я разрешил пойти со мной, но с условием, что она будет идти где-то сзади и не мешаться под ногами. Жреца Мотылька уже перехватила стража рассвета и попыталась его спрятать. Уничтожив всех до единого, я обратил жреца. Теперь он обязан будет прочесть этот свиток. Жрец Мотылька прочел в свитке, что важнейший компонент пророчества — это лук Ауриэля. Но остальная часть пророчества написана в двух других древних свитках, о которых ничего не известно. Do you have a moment to talk? Didn't want that lot getting wind of it, especially my father. Ever since he decided to make that prophecy his calling, we kind of drifted apart. I don't even think he sees me as his daughter anymore. I'm just a means to an end. That moth priest Dexian, he said we needed 2 other Elder Scrolls. I think I know where we can start looking. Сирана знала, что остальные древние свитки забрала с собой ее мать, Валерика. Та самая, что заточила ее в саркофаг. Где может находиться Валерика, у Сираны были только догадки. Именно они и привели нас к заднему двору, месту, где Валерика чаще всего проводила свое время. Под лунными часами находился проход в скрытую часть замка. Здесь Валерика погружалась в запретные глубины некромантии. Плоды своих изысканий она назвала книгой проклятых. В ней описывался безумный ритуал, позволяющий физически проникнуть в Каирн душ. Гарантированная гибель для большинства, но идеальное убежище от Харкона. В этой же лаборатории мы нашли все необходимые ингредиенты. Редчайший случай, когда смертные без помощи Даэдра силой лишь одной магии совершили невозможное. Разорвали плоть, вторглись в Обливион и вырезали там себе целый план – Каирн душ. Суть этого места в его названии. Сюда попадают души, пойманные в камне. Полнирно пользуются этими камнями, не задумываясь, что творится по ту сторону. Это вечная тюрьма, заводь беспросветных мук. Его хозяева, именующие себя идеальными повелителями, ведут с некромантами чудовищную торговлю, сдавая души в аренду. Но те, кто попал сюда, остаются навсегда. Обратного пути просто нет. Как только мы вошли в Каирн в своей физической оболочке, все неупокоенные души почувствовали это и устремились к нам. В какой-то момент меня охватило отчаяние. Казалось, эти тени будут восставать из тьмы вечно, но вскоре их ряды стали редеть. Mother? Mother! Is it really you? I can't believe it! Serana, what are you doing here? Where's your father? He's changed. But he's still my father. Why can't you understand how that makes me feel? How dare you?
I gave up everything I cared about to protect you from that fanatic you call a father. So to protect me, you decided to shut me away from everything I cared about. You never asked me if hiding me in that tomb was the best course of action. Валерика, разумеется, мне не верила, но слушать их взаимные упреки я не собирался. Я вломился в их перепалку и выложил все как есть. Что сам Улакбал привел меня к Сиране, и что его планы и конечная цель – это смерть Харкона. Услышав детали, известные лишь семье Волкихар, они мне поверили. But for Sirana's sake, I'll assist you in any way that I can. Свитки находились с Валерикой за непроницаемым барьером. Идеальные повелители не могли ее одолеть, и когда ситуация стала патовая, они заперли ее здесь. Чтобы снять барьер, нужно уничтожить ее тюремщика, Лорда Ужаса. Мы вернулись в замок, передали свитки жрецу и замерли в тягостном ожидании. Тишину нарушила Сирана. I was lonely most of my childhood. My mother, at least for a time, was the only friend I really had. And then that prophecy came along. I'm sorry. I just had to get that off my chest. What about you? What were your parents like? И в этот миг во мне что-то надломилось, словно лед, сковавший меня с того рокового дня. Я рассказал ей все. О детстве, о том, как меня предали родители, о Сульге и как ее отняла у меня Вермина. О той единственной последней цели в жизни, что сжигает меня изнутри. От такого Сирана выпала в осадок. Она замечала мою чрезмерную жестокость и отчаянность в бою, и полагаю, что теперь просто побоялась той же участи для себя. Ведь она понимала, что совсем скоро ее отец умрет. Возможно, именно поэтому я таки решил ей все рассказать. В надежде, что мой пример в нужный момент придаст ей сил свернуть с пути саморазрушения. Жрец указал путь к луку Ауриэля. В указанном месте нас ждал второй за мою жизнь снежный эльф. Он поведал, что для обретения лука нужно пройти древний путь паломничества по благой земле. Благая земля фалмеров представлялась чем-то вроде очередной большой пещеры, но на деле оказалась огромной долиной, изолированной от остального Скайрима. Даже флора и фауна здесь была необычной. Но цивилизация, что возвела это место, давно истлела. Теперь тут правили ее выродившиеся потомки, фалмеры, да призраки былого величия. Паломничество завершено, последняя чаша наполнена. Теперь храм впереди должен отворить свои ворота. Внутри храм был скован вечным льдом. Пройдя в самую глубь, мы увидели фигуру на троне, еще одного снежного эльфа. Did you really come here expecting to claim Ariel's bow? You've done exactly as I predicted and brought your fetching companion to me.
Загнанный в угол викарий признался, что именно он создал эти древние свитки. Однажды его заразили вампиризмом. Тогда его бог Ауриэль отвернулся от него, отчего викарий поклялся отомстить, извратив назначение лука. Для того, чтобы навсегда затмить солнце, нужно принести в жертву дочь Хладной Гавани, обмакнуть стрелу в ее крови и выпустить в солнце. И часть его плана сработала. Ведомая свитками, к нему явилась эта самая дочь Хладной Гавани. Викарий пал, лук Ауриэля был в наших руках. Теперь все было готово. Настало время свершить новое пророчество. You disappoint me, Serana. You've taken everything I provided for you. Provided for me? Are you insane? You've destroyed our family. You've killed other vampires, all over some prophecy that we barely understand. No more. I'm done with you. You will... Serana to me. Do you truly believe you stand a chance against me now? And that's it. I need to pull myself together. Good luck, and I hope this won't be the end for you. Сирана осталась в замке. Как наследница, она приняла бразды правления кланом. В ее жизни настанет не менее тяжелый период. Ей предстоит удержать власть от тех, кто годами вынашивал планы по смещению Харкона, восстановить хоть тень чести в этом проклятом месте и навести свой порядок в хаосе, оставленном отцом. Ну а мне остался последний рывок. Если мне не удастся сейчас, то скорее всего не удалось бы вообще никогда. От Харкона я получил его меч. Это не просто доэдрический артефакт. Лорд Харкон тысячелетиями владел этим клинком, напитывая его душами и кровью своих жертв. В руках он гудит от этих душ, рвущихся наружу, но лезвие крепко удерживает их в плену, сжигая кровавым пламенем. One can only envy your perseverance, Dracula. And you have changed greatly since our last meeting. But the Mistress will not allow you to win. Accept your fate! Your nightmare will become eternity!
Якорь уничтожен, а план с нахождения раскололся на части. Верминии понадобится тысячелетия, чтобы его восстановить. За это время она потеряет все свои культы и всех последователей в Нирне. Я должен был обрадоваться, получить хоть какое-то удовлетворение, но потеряв последнюю цель в жизни, я ощутил одну лишь пустоту. Прокручивая в памяти всю свою кровавую дорогу, я наконец увидел правду. Мою жизнь разрушил не кошмар Вермины. Это сделал я сам. Сульга. Она никогда не пожелала бы для меня такой участи. Дорогой читатель, если ты прочитал этот дневник, я хотел бы дать тебе свое последнее напутствие. В жизни каждого случаются беды и несчастья. Некоторые из них будут казаться тебе невыносимыми, потеря невосполнимой, а боль столь острой, что станет тяжело дышать. Просто дай себе время и возможность для скорби, а затем отпусти и живи дальше. Это простое, но единственно верное решение. Darling, you're tired. Come with me. It's time for you to rest. Waves touch the coast, harbored in twilight's blue. From dawn came the sunlight, and with dusk it fades from our view. When dawn kissed the ocean, from the golden light came our birth. And when dusk falls on the harbor, to the golden shores we will return. I'm sorry, but Molagbal has ordered your return. Drink, Vlad.